Токари, у них есть разряды, да, и когда ты берешь на работу токаря первого разряда, ты ожидаешь, что он супер классный профессионал своего дела, что он сделает любую деталь, которую ты закажешь. Когда приходит сеньор, что такое сеньор в IT? У кого-то это чувак, не знаю, у которого 2 релиза, а у кого-то это чувак, который смог написать автотесты на интеграцию. И хотелось бы уйти от вот этой неясности, наверное. IT-сфера, она достаточно молодая, да, то есть нету такого процесса, который бы там, не знаю, как в производстве, не знаю, в строительстве, там, по производству бетонной плиты, там есть условный процесс, который необходимо сделать. В IT, к сожалению, такого нету. Взять какой-то новой команде или новой маленькой компании, взять готовый процесс. Да, есть там agile методологии, там Scrum, Kanban, которые можно взять, но это менеджерские процессы. А именно процессов разработки, как таковых, процессах поставки продукта до конечного потребителя, скажем так, устоявшихся процессов нету, нет стандартов, по которым бы все компании могли работать. Причем нет стандартов в любой сфере деятельности IT. Там ни в HR процессах, там ни в процессах разработки, ни в менеджерских процессах. Компания пытается изменить рынок. С моей точки зрения, мы хотим внести ясность в сферу как в общую для понимания всех. То есть компания не только хочет, чтобы каждый специалист развивался, но она хочет развивать и сферу тоже. То есть она говорит: ребята, развивайтесь, но мы тоже, как компания, мы развиваемся, вот берите с нас пример. Мне нравится сама вот эта вот идея компании меняться в лучшую сторону. Как бы глобальная наша цель вообще команды и компании — это сделать работу наших проектов вообще во всей компании более эффективной, чем команды, которые там работают в продуктовых компаниях, в стартапах. Как бы это самая наша главная цель на ближайшие несколько лет. Мне очень близко вообще, в принципе, философия Сайбери, да, потому что это четкие структурированные процессы, и то, что компания хочет не просто зарабатывать деньги, но и поменять нашу сферу. То есть, да, я всегда думал о том, что надо где-то каким-то образом, возможно, оставить свой след, хоть в маленькой, но истории, но мне кажется, что компания Сайбери позволяет мне это сделать.